Представь, что у тебя есть деньги, но не бумажные, а цифровые. Ты можешь хранить их в телефоне, переводить кому угодно по всему миру за пару секунд, и при этом их стоимость не скачет вверх-вниз, как у биткоина или эфириума. Это и есть стейблкоины, стабильные криптовалюты, которые держатся примерно на одном уровне, чаще всего равном $1. Но как такое возможно? Почему одни криптовалюты падают и растут, а эти будто заморожены? Давай разберемся, просто и без сложных терминов. Стейблкоины — это мост между миром криптовалют и реальной экономикой. Если биткоин — это цифровое золото, эфириум — цифровой компьютер, то стейблкоин — это цифровой доллар. Они созданы для того, чтобы ты мог торговать, инвестировать и переводить деньги, не боясь, что курс вдруг рухнет на 20% за ночь. Главная идея проста. Один токен равен $1. И чтобы это было правдой, за каждым таким токеном должны стоять реальные активы, деньги, облигации, золото или другие инструменты, которые хранятся в резервах компании-эмитента. Самый известный из них — это USDT или Tether. Это как старший брат всех стейблкоинов. Он появился еще в 2014 году и стал основным инструментом для торговли на криптобиржах. Благодаря USDT люди могут быстро выходить из волатильных монет в стабильный актив, не возвращаясь в банки и фиатную систему. Сегодня Tether — это огромная экосистема. Компания утверждает, что за каждым токеном стоят реальные доллары, государственные облигации США и другие надежные активы. Но к ним не раз были вопросы. Не все верят, что резервы полностью соответствуют объему выпущенных монет. Тем не менее, Tether до сих пор держится стабильно, и миллионы людей по всему миру пользуются им ежедневно. Второй по популярности стейблкоин — USDC от компании Circle и биржи Coinbase. Он считается более прозрачным. Их отчеты публикуются регулярно, и резервы хранятся в надежных банках США. USDC часто используют крупные компании и инвесторы, потому что ему доверяют чуть больше. Есть и другие. DAI — децентрализованный стейблкоин, который не контролируется компанией, а управляется смарт-контрактами. Он обеспечен не долларами, а другими криптоактивами, например, эфириумом. BUSD — проект Binance, который долгое время был одним из крупнейших, но после давления регуляторов его выпуск приостановили. TUSD, FDUSD, USDP — менее известные, но тоже популярны на биржах. Теперь важный вопрос. Почему они держатся на одном уровне? Представь, что у тебя есть токен USDT. Ты всегда можешь пойти к эмитенту и обменять его на доллар 1 к 1. Если цена токена вдруг падает до 99 центов, трейдеры тут же покупают его подешевле, чтобы потом обменять на доллар и заработать 1 цент. Эта разница мгновенно выравнивает курс. Так работает рыночный механизм, который удерживает привязку, то самое PEG. Но иногда она ломается. Самый громкий случай — Terra UST. Это был алгоритмический стейблкоин, который держался не на долларах, а на другой монете — Luna. Когда рынок пошел вниз, система рухнула, и миллиарды долларов исчезли за считанные дни. Этот крах стал уроком для всей индустрии. Стабильность без реальных активов — иллюзия. Значит ли это, что все стейблкоины опасны? Нет. Но нужно понимать, чем они обеспечены. Если за токеном стоят реальные доллары или облигации, это надежнее. Если там только код и обещания, то лучше держаться подальше. Теперь давай разберемся, зачем они вообще нужны. Во-первых, это удобно. Ты можешь переводить деньги куда угодно, без банков, комиссий и задержек. Например, отправить другу в другой стране 100 USDT, и он получит их через минуту, даже в выходной. Во-вторых, это основа криптоэкономики. Биржи, DeFi-платформы, смарт-контракты — почти все строится вокруг стейблкоинов. Они дают рынку стабильность, без которой крипта не могла бы расти. И, в-третьих, с ними можно зарабатывать. Как? Можно держать их на криптобирже и получать проценты. Некоторые платформы платят от 5 до 10% годовых. Можно участвовать в фарминге или лендинге. Это когда ты даешь свои стейблкоины в долг другим пользователям или проектам под процент. Это работает как децентрализованный депозит, только без банка. А теперь немного истории. Первые идеи стабильных монет появились еще в начале 2000-х, когда разработчики пытались объединить преимущества крипты и традиционных валют.
Но настоящий прорыв произошел, когда запустили Тезер. С этого момента рынок понял, чтобы криптовалюта стала массовой, ей нужна стабильность. И теперь, спустя 10 лет, стейблкоины стали одной из ключевых опор крипторынка. На них приходятся миллиарды долларов торгов каждый день. Они используются в международных расчетах, и некоторые страны даже рассматривают их как альтернативу банковским переводам. Многие спрашивают, а не пузырь ли это? Ведь если за ними стоят доллары, то зачем вообще крипта? Ответ прост. Скорость и свобода. Банк может заблокировать перевод, задержать деньги, взять комиссию. Стейблкоин — нет. Ты сам управляешь своими средствами и можешь распоряжаться ими как хочешь. Это не пузырь, а инструмент, который соединяет два мира — традиционные финансы и децентрализованные технологии. И чем дальше, тем сильнее он становится. Конечно, риски остаются. Если компания, выпускающая токен, потеряет доверие, то цена может отклониться от доллара. Если регуляторы начнут давить, то биржи могут ограничить использование некоторых монет. Поэтому всегда важно понимать, где ты хранишь деньги и какой стейблкоин выбираешь. Если подвести итог, стейблкоины — это не просто копия доллара в блокчейне. Это фундамент цифровой экономики, который делает криптомир понятным и удобным. Без них не существовало бы большинства сервисов, бирж и DeFi-проектов. И напоследок, если тебе интересно разбираться в том, как устроены современные деньги, блокчейн и крипта без воды и мифов, подпишись на канал Код Денег. Поставь лайк и включи колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А если хочешь получать ежедневные новости, аналитику и инсайды из мира финансов и крипты, загляни в наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Там я публикую все самое важное и актуальное, что помогает разбираться в деньгах просто и по сути.